I get the girls with their nails done now. Всем привет! Сегодня мы соберем новую модель гоночного автомобиля под названием Drift Cobra от компании UGEARS. Автомобиль выполнен полностью из дерева, собирается без клея. Автомобиль способен двигаться вперед и назад, и супер фишка новшества — модель может дрифтовать. Но сначала предлагаю ознакомиться с комплектацией и посмотреть, как происходила сборка. Деревянный механический конструктор UGEARS, модель Drift Cobra, гоночный автомобиль. 4 уровень сложности, 370 деталей, возраст 14+. Размер модели после сборки 255 на 210 на 115 мм. Бесподобный запах дерева. 5 больших пластин с деталями и 6-я маленькая пластинка. Воск, наждачная бумага, немного зубочисток, большие резинки, комплект малых резинок, большая пружина и подробная инструкция на 57 страниц. По ходу сборки мы можем встретить различные иконки, которые обозначают то или иное действие. К примеру, вот эта иконка обозначает, что проверьте работу механизма на плавность и точность хода. Также в наборе имеются запасные детали. На пластинах они обозначены значком плюс. Но если вдруг вы какую-то деталь сломали, вы всегда можете попробовать ее склеить. Если склеить у вас не получается, вы можете оставить заявку на официальном сайте UGEARS, и вам бесплатно вышлют все необходимые вам детали. Работать с инструкцией очень легко. К примеру, на данном этапе сборки нам говорят: возьмите пластину с деталями под номером 1. Деревянная пластина номер 1. На пластине найдите деталь под номером 1 и 2. А вот и наши детали с номером 1 и 2. Извлекаем детали из пластин, соединяем между собой и получаем вот такой вот элемент части автомобиля. Не успел я начать сборку, как мы собрали уже 3 педали, то есть сцепление, газ и тормоз, и есть первая часть нашего будущего заводного механизма. Внутри установлен уже храповик и будет использоваться вот такой заводной ключик. На данном этапе нам говорят: проверьте, чтобы шестеренка вращалась в обе стороны с помощью этого ключа. То есть когда мы вращаем в одну сторону, это, видимо, будет уже размотка самого механизма, то есть пружина разматываться будет, да? А в обратную сторону мы слышим характерный треск. Это означает, что будет происходить затяжка пружинки. Втянул пружину на положенное место, установил еще несколько шестеренок, и на данном этапе мы уже можем попытаться заводить механизм. Срабатывает трещотка внутри, но никаких стопорей нет еще, поэтому пружина мгновенно разматывается. Собрал я наш будущий двигатель, и он здесь не имеет никаких поршней, то есть никаких движущихся видимых элементов не будет. Но на двигателе у нас установлена вот такая кнопка. Я так понимаю, что это в будущем, когда мы будем смещать ее в положение старт, машинка будет двигаться. То есть, как вы видите, этот элемент подвижный. И сейчас нам нужно объединить два имеющихся элемента. Вот такой движок, заводной механизм мы получили. Видимо, собрал я спинку салона, и на ней имеется вот такой вот рычажок. Что он будет переключать, мне пока непонятно. Но как минимум есть несколько положений. То есть вот блокируется, вот фиксируется, как в нейтральном положении, да, и в эту сторону. Достаточно активно все элементы обрастают шестеренками. Посмотрите, их там уже достаточно энное количество. На данном этапе нам опять нужно проверить, чтобы все хорошо вращалось. Видите, шестеренки взаимодействуют между собой. Здесь тоже происходит какое-то внутреннее движение. И вот это, видимо, будет переключать либо скорость, либо направление движения вперед-назад. То есть вот смотрите, сейчас я зажал, начинаю вращать, и туго, но шестереночки все взаимодействуют между собой. Собрал вот такие вот два замечательных кресла. И что мне нравится, в этой модели используются еще вот такие деревянные детали, которые могут гнуться. Имеются такие вот прорези, и мы эту детальку можем прекрасно
сгибать. В общем, установил и получил два вот таких кресла. Установил я сиденье на положенное им место. Также я уже собрал две выхлопные трубы и установил, собственно, те места, которые было необходимо. Также далее, смотрите, собрал я основание для передней колесной пары. И вот что мне нравится, да, это который уже по счету у меня автомобиль, и с каждой новой моделью всегда приходят какие-то инновации, какие-то облегчения в плане сборки, улучшения. В общем, это всегда есть чему удивляться. Здесь, к примеру, смотрите, как здесь реализована передняя пара колес, то есть фиксация будет, да, положений. Не просто они будут, допустим, вращаться как хаотично, не иметь никаких позиций. Здесь внутри установлен вот такой вот элементик, который имеет, по сути, три позиции. Когда будет установлен руль, посмотрите, мы будем вращать руль, хлоп, и фиксируется положение колес, да, то есть мы хоп, это центральное положение, хлоп, и положение вправо, и положение вправо. Так, и возвращаем, к примеру, в центральное положение и опять положение влево. Возможно, это нужно будет для того, чтобы машинка дрифтовала. Ну, по крайней мере, собирается это достаточно интересно, необычно. И есть все-таки какие-то интересные новшества. Собрал крышку заднего багажника. И здесь тоже не обошлось без инноваций. Посмотрите, здесь установлена резинка. И имеется сзади вот такой вот рычаг. Мы его поднимаем вверх. И у нас автоматически откидывается крышка. Внутри также имеются резинки и вот такие вот крючки. То есть, когда мы закрываем, происходит защелкивание и немножечко оттягиваются резинки. Далее опять, к примеру, если я буду поднимать, резинки послабляются и открывается крышка багажника. Автомобиль стремительно близится к завершению. Я установил приборную панель. Далее установил вот такую вот резинку, которая теперь фиксирует у нас вот этот элемент лок. И он, собственно, блокирует у нас уже движение самого механизма. И также собрал я уже передний капот. Он состоит из двух частей. Вот такая вот большая пластинка. Она очень-очень тонкая. Я первый раз встречаю такие тонкие элементы в наборах U-Gears. Пришлось достаточно серьезно так повозиться, чтобы ее не сломать и вставить в определенные пазы. Плюс, как вы видите, она у нас получилась изогнутая. И также вот у нас еще одна часть капота. Теперь она открывается, потому что здесь я установил вот такой вот рычажок. Теперь, потянув за него, открывается капот, и здесь мы можем наблюдать наш двигатель. И точно так же он закрывается благодаря защелке. Установил руль на положенное ему место и также собрал две дверцы. Также дверцы закрепил, и посмотрите, вот она открывается, да, и автоматически закрывается благодаря тому, что внутри вот она установлена резинка, как с одной стороны, так и с другой. То есть резинка крепится на дверцу и далее крепится к приборной панели. Что мне нравится в этом наборе, так это то, что здесь все резинки, они в открытом доступе. То есть спустя какое-то время, если резинка пересохнет и лопнет, я без проблем смогу ее заменить. Ребят, специально решил вам показать вот эти элементы, которые защищают колесо. Честно, я не знаю, как это называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что в устройстве автомобиля я не силен. А смысл в том, что, посмотрите, они собираются, все детали вставляются под углом. Под углом, то есть здесь мы вставляем и далее на форму с этой стороны уже как бы получается натягиваем и фиксируем. Это очень необычно, я впервые такое вижу, чтобы вот так детали вставлялись именно под углом. Честно скажу, это немного неудобно собирать, но не так, чтобы уж их и сложно. Непривычно, необычно, да. И выглядит, кстати, прикольно, да. Сейчас, я так понимаю, мы будем зашивать уже наш механизм, продолжать сборку корпуса, и в принципе остаются практически одни колеса. Видимо, и автомобиль собран, потому что инструкция почти уже закончилась. Зашил задний багажник с помощью еще одной очень тонкой деревянной детальки. Она здесь всовывается и фиксируется вот такой вот еще одной тонкой маленькой деталькой. Также, как вы видите, установил задний бампер, добавил сюда уже фары. Это видно
топливный бак, да, и спереди точно так же установил защиту колес. По такому же принципу она собиралась, то есть все детали под углом. Опять же говорю, это очень непривычно, неудобно как-то, но интересно. Но тем не менее я справился аккуратненько, все по инструкции смотрел, где там первую часть детали зафиксировать, где вторую часть детали зафиксировать. Собственно, вот что получилось. Установил передний бампер и добавил уже вот такие вот фары, потому что вот как раз фара, она фиксирует все вот эти вот три детали между собой. Там много-много различных разъемов, и все это нужно было зафиксировать. То есть, собственно, корпус у нас полностью собран. Теперь осталось собрать колеса и будем проверять машинку. Собрал два задних колеса, вот так вот они выглядят. И собрал два передних колеса. Сборка здесь тоже была необычная. Обычно, как правило, у нас идет основная деталь, в нее вставляются зубочистки и на нее уже насаживаются все последующие элементы. А здесь же, как вы видите, использовались обычные деревянные направляющие. Мне это немного напомнило китайские конструкторы, вот в них тоже все. Колеса собирались через направляющие, а не через зубочистки. Так вот, в китайских это была просто морока, это неудобно было, и меня это сильно бесило. А здесь все без проблем, да, то есть зафиксировал, все последующие легко оделись детали, есть различные метки, указатели, все защелкнулось хорошо. И впоследствии одел еще по две резинки на каждое колесо. Дизайн машинки, общие формы, черты мне чем-то напоминают какого-нибудь персонажа из мультфильма «Тачки». Машинка получилась мультяшная и достаточно милая. Вы только посмотрите на эти фары, глазки и решетку ротик. Очень понравились инновации в плане сборки. С каждой новой моделью приходят какие-то улучшения. Проблема самых первых моделей Gears — это большое количество резинок, которые участвуют в том или ином действии. Спустя какое-то время резинка может лопнуть, и добраться до нее для замены бывает очень трудно. Во всех последних моделях Gears, что я собирал, это робот-паук Гексафот Исследователь, дракон Ураган. Кстати, видосики можете посмотреть на канале. И сегодняшняя Дрифт Кобра используется крайне мало резинок, и все они в легком доступе. Случись что, их очень легко будет заменить. Этот момент мне очень импонирует, и надеюсь, что все последующие модели подхватят эту тенденцию. В автомобиле открываются дверки, и благодаря резинкам автоматически закрываются. Руль вращает переднюю пару колес. Имеется фиксатор положения колес вправо, прямо и влево. Фиксации необходимы для направления движения дрифта. Тянем за рычаг возле приборной панели, и открывается передний капот. Внутри имеется защелка. Далее нажимаем на элемент возле заднего бампера, и открывается задний багажник. Также имеются защелки. Далее имеется рычаг указания направления движения автомобиля вперед, нейтральное положение и назад. Выставляем вперед. Механизм движения заблокирован. Делаем 10 оборотов на 180 градусов с помощью этого ключа. И сдвигаем вот эту кнопку с надписью «Старт» в положение вперед. И наблюдаем движение вращения колес. Стиль, качество дрифта зависит от двух условий: надеты ли резинки на колесах и какая поверхность, на которой будет ездить автомобиль. Линолеум, плитка, паркет и так далее. К примеру, у меня в квартире везде линолеум, и с резинками на 4 колесах машинка напрочь отказалась ехать. А без резинок на всех 4 колесах, либо с резинками только на передней паре,
машинка просто едет и поворачивает, крайне редко пробуксовывают. Собственно, как и на лаковом столе или фоновой гладкой подложке. Механизм работает отлично, но именно дрифт у меня не получился. Возможно, это из-за линолеума. Возможно, где-нибудь на паркете все получится. Жаль, конечно, но все равно это очень интересно, потому что ты понимаешь, что это все сделано из дерева. В общем, ребят, интересная машинка, милашный дизайн, функциональная, однозначно классная идея, как новогодний подарок для ребенка или взрослого. Ссылка на покупку автомобиля Drift Cobra будет в описании под этим видео. С вами, как всегда, был Димон. Подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик, и тогда вы точно ничего не пропустите. Всем удачи и до встречи в новых видео. Пока!